Всем привет, меня зовут Настя, и в этом видео я хотела бы рассказать вам о том, почему я ушла из Инстаграма, почему я перестала его вести, почему бросила блог, где было почти 40 тысяч подписчиков, поговорить немножко про выгорание и о том, как изменилась моя жизнь после ухода из Инстаграма. В прошлом своем видео я говорила о том, что я уже снимала такой ролик, но захотела его перезаписать. Но на самом деле вчера, когда я готовилась к съемке, я пересмотрела прошлое видео и поняла, что я хочу оставить все как есть. На самом деле эта тема для меня такая немножко сложная, мне сложно выражать свои мысли и эмоции, поэтому все мысли, которые я сказала в том видео, актуальны и на сегодняшний день. Поэтому я хочу выложить просто то, что есть, а дальше к вам вернуться еще раз и поговорить о том, что изменилось сейчас, спустя где-то 4-5 месяцев после того, как я ушла из Инстаграма. За окном у нас сегодня первый снег. Сзади стоит такой искусственный камин, который я недавно купила. И давайте с вами вернемся в конец сентября. Всем привет! В своем прошлом видео я вам рассказывала про свое решение уйти из Инстаграм, и я увидела, что эта тема вам актуальна, вы задаете вопросы, вам интересно, мне интересно, и я решила, что хочу записать такое более объемное видео, я надеюсь, что оно получится более объемным, и ответить на ваши вопросы, рассказать вам немножко больше про это свое решение и как мне сейчас с этим живется. Давайте начнем немножко с предыстории. Меня зовут Настя, я веду Инстаграм уже 11 лет, и за все это время у меня было 2 блога. Первый блог я вела лет, наверное, 8, и еще со школы, когда мне было, наверное, около 14 лет, я его начала вести, и в целом за все это время там тоже собралось достаточно большое количество аудитории, там было, по-моему, 32 тысячи подписчиков, и там я сотрудничала с брендами, сотрудничала как с украинскими, так и с зарубежными, с очень классными зарубежными брендами, вот. Но потом я захотела стать экспертом и решила, что проще и лучше будет завести новый блог. И в новом блоге на сегодняшний день, даже не на сегодняшний, сейчас уже подписывались, но у меня там было около 38 тысяч аудитории, и, честно говоря, у меня получалось. Мои рилсы набирали просмотры, у меня хорошо шла реклама, у меня всегда были полные записи на мое наставничество, много заявок и так далее, но в какой-то момент я очень выгорела. Давайте начнем с вашего первого вопроса. Это вопрос, когда я почувствовала выгорание. И мое самое сильное выгорание было как раз-таки зимой, когда я запустила продукт в Люблог, и он не принес того результата, который бы мне хотелось. И почему-то это очень сильно по мне ударило. И моя ошибка была в том, что деньги с Инстаграма, этот заработок, был моей такой, знаете, очень большой и очень сильной опорой в жизни, и я ее потеряла, как мне кажется, в тот момент, да, какая-то пелена рухнула, и я поняла, что у меня нет этой опоры, и это привело меня к выгоранию, потому что я очень много работала над этим продуктом, очень старалась в целом над Инстаграмом, и как-то, знаете, после этого все мои дела пошли вниз. Мне кажется, что, может, здесь еще какие-то психологические факторы замешаны, но это действительно так. И вот как-то с того момента началась такая точка невозврата, как мне кажется. И после того выгорания мне было очень сложно. Мне кажется, я дала себе недели 2-3 отдыха, но сейчас я понимаю, что этот отдых был не совсем полноценным, то есть я все равно думала о том, что когда я вернусь, мне нужно будет сделать вот это, мне нужно будет делать такой контент. Я все равно какие-то планы для себя придумывала, что-то прописывала, и я понимала, что вот еще осталась там неделя, и я вернусь в Инстаграм, и мне кажется, что я не отдохнула настолько, чтобы выйти с этого выгорания. Дальше я нашла продукт, нашла обучение, кажется, за $2000. Это было очень дорого для меня в тот момент. Но я решила пойти. Мне показалось, что вот здесь вот точно все мои проблемы решатся.
и я понимала, что я готова дальше двигаться, я готова дальше пробовать еще и еще, потому что на наставничество тоже результаты стали ухудшаться в 2 раза, например, то есть сумма запуска стала в 2 раза ниже, чем это было там еще несколько месяцев назад, и я понимала, что, ну, скорее всего, я смогу вырулить, я смогу что-то с этим сделать, но, наверное, мне нужна помощь, и я пошла на обучение, и, к сожалению, это не дало того результата, которого мне бы хотелось, да. Я не могу сказать, что все было очень плохо, просто не было того результата. И, кроме того, к сожалению, моими заданиями на этом обучении было делать то, чего я не хочу делать. То есть мне хотелось, чтобы, как раньше, я вела качественный контент, и он приносил мне заявки, приносил мне клиентов. Я запускала рекламу, и она приносила тоже мне заявки и клиентов, а кроме этого мне нужно было, не знаю, искать эти заявки где-то еще, писать по старым базам, надоедать людям, спамить людям, проводить вот эти продающие звонки, которые я как бы себя на них настраивала, я к ним привыкла, но действительно ли мне этого хотелось сделать? Нет, это не совсем мой формат. И вот это вот, наверное, когда ты делаешь в 3 раза больше, чем ты хочешь, чем ты можешь, а я не достигатор, я не прям такой, знаете, трудолюбивый человек, ну, не то чтобы даже трудолюбивый, а вот реально я не достигатор, а здесь мне нужно было достигать. И, к сожалению, это не дало своих результатов, кроме того, что я выгорела еще больше от той работы, которую мне приходилось делать. И в какой-то момент я еще понимала, что, ну блин, если мне даже другой человек, у которого куча опыта, не смог помочь, значит проблема во мне, проблема в моем блоге, в моем контенте, в моей подаче и так дальше. И это тоже привело уже к такой точке невозврата, когда ты не просто выгорел, а когда ты уже просто ты не хочешь, ты не можешь, у тебя не осталось просто сил на то, чтобы двигаться дальше, и мысль о том, что давай я сейчас отдохну 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, полгода и вернусь к Инстаграму, меня вообще не тешит. То есть сейчас уже дошло до такого состояния, что я просто не хочу возвращаться даже через полгода. Конечно, не знаю, может через полгода это изменится, но вот говорю так, как я сейчас это чувствую. Второй вопрос – это насколько мне тяжело далось решение бросить Инстаграм. Пипец тяжело, очень тяжело. Я вела его 11 лет, это была такая моя большая мечта. Я даже сейчас по этому поводу могу загрузиться, пострадать и, не знаю, подумать, правильно ли я все-таки сделала. Может, мне через «не хочу» все равно вернуться туда. Вот, очень тяжело, знаете, я вот, наверное, с того момента, как с влоглогом не получилось, то есть с зимы, я себя периодически спрашивала, готова ли я пробовать еще, готова ли я двигаться дальше, хочу ли я этого, и каждый раз мой ответ был да, я хочу, я могу, мне нужно это закончить, мне нужно это сделать. И, в общем, летом я готовилась к зуму, я ходила, суетилась, собиралась, готовилась, вот, и я вообще не думала ни о чем, ни про работу, ни про Инстаграм, просто у меня была определенная задача, и я, в общем-то, пыталась ее сделать. И я шла с комнаты в комнату, и в какой-то момент у меня в голове прозвучала мысль, что, Настя, наверное, это все уже нужно заканчивать. И во мне внутри произошел какой-то такой импульс, будто бы меня ударили током. Я не могу это объяснить. Это было настолько сильно и настолько изнутри. И после этого мне жутко захотелось плакать. И, в общем, это, знаете, какое-то очень странное событие. Я не верю в какие-то там знаки, не знаю, вселенной, вот на серьезке, да, но здесь это было очень странно. Это был как будто, знаете, такой импульс с тела, изнутри. И вот, наверное, этот момент стал для меня решительным, я не знаю. Это тот момент, когда я поняла, что я больше не могу дальше в таком темпе двигаться и продолжать делать то, что я делаю в этом формате, в этом состоянии и так дальше. И знаете, что еще стало ключевым моментом, чтобы все-таки на данный момент это закончить, это то, что я поняла, что кроме Инстаграма и кроме того,
чтобы улучшить результаты, стать какой-то классной, набрать аудиторию, запустить какой-то продукт и так дальше, у меня будто бы вообще нет каких-то целей и желаний в жизни. То есть я настолько за это время сфокусировалась на чем-то одном, что смысл другой жизни, он просто потерялся, и это очень страшно. Это очень страшно вот так вот жить на постоянной основе, а балансировать у меня не получается, потому что я очень тревожный, я перфекционист, мне нужно все контролировать, и у меня просто не получается балансировать, даже с учетом того, что у меня была классная помощница, которой я могла все доверить и знать, что она все сделает идеально, но как-то, не знаю, наверное, я просто такой человек. Вот, поэтому решение далось очень тяжело, оно и сейчас дается тяжело, я не знаю, куда мне двигаться дальше, если честно, вот, но сейчас мне даже с этим осознанием живется намного спокойнее, интереснее, комфортнее, чем это было, когда я вела свой Инстаграм. Следующий вопрос: нет ли у меня тревожности за финансы? На самом деле очень интересный вопрос. Я в целом не привыкла говорить в своем блоге про финансы, но сейчас, не знаю, я себя приучаю к тому, что здесь на Ютубе все может быть совершенно по-другому. Я должна быть настоящей собой, и поэтому почему бы не рассказать вам про это? На самом деле есть и очень большая тревожность, потому что у нас ипотека. И как бы в обычной жизни без ипотеки денег, которые у меня есть в подушке, хватило бы очень надолго, с учетом моих путешествий, каких-то трат и с учетом того, что я могу себе ни в чем не отказывать. Но с ипотекой я могу как бы... Короче, те деньги, что у меня остались, это все деньги на ипотеку. Я не могу их тратить, потому что потом в какой-то момент мне будет нечем платить за квартиру. Вот, я на данный момент где-то около месяца содержанка. Я живу за счет Артура, и мне было очень тревожно на этот счет. Я не могла себе позволить того, чтобы кто-то за меня платил. Ну, ладно, делать какие-то подарки, но на постоянной основе, там, грубо говоря, чтобы мне тушь покупали или платили за что-то, за что, ну, в моем понимании платить не должны, это для меня было страшно и тревожно. Но когда я попробовала и поняла, что мне покупают все, что я хочу, меня за это не ругают, меня поддерживают, самое главное, да, потому что это не просто мне дал кто-то денег, это мой молодой человек меня в этом поддерживает, он говорит, что ты очень много работала, и ты можешь позволить себе отдохнуть, и я не против тебе в этом помочь. И сейчас мне даже нравится, я могу это, наверное, честно сказать и признаться в этом, мне нравится, что я чувствую безопасность, мне нравится, что этих денег хватает. Очень, знаете, как-то интересно все получилось, потому что когда я уволила сама себя. В общем, у Артура появился дополнительный финансовый заработок, и этот заработок месяц как раз-таки перекрывает то, что я получала с блога, да, если тоже эту сумму разделить на месяцы, это выходит примерно одно и то же самое, поэтому денег, к счастью, хватает, и я сейчас себя чувствую достаточно спокойно. Конечно, я боюсь, что моя подушка закончится, и мне нужно будет как-то разбираться вот с ипотекой, искать где-то деньги, но пока у меня еще есть как минимум, не знаю, несколько месяцев на то, чтобы не переживать по этому поводу и попробовать не спешить с этим вопросом. Но опять же, я приеду с путешествия, я буду более детально думать про работу, о том, куда мне двигаться дальше. Если это совершенно другая новая сфера, то, конечно, мне еще нужно будет время на то, чтобы подучиться, на то, чтобы не то, чтобы даже подучиться, а чтобы с нуля все это выучить и дальше уже идти куда-то работать за гроши. Вот. Следующий ваш вопрос – это почему я рассматриваю переход в офис, да, кому-то в компанию, а не работать таргетологом. Наверное, здесь ответ будет простой и короткий. Это то, что я не хочу искать клиентов. Если бы кто-то предложил мне работу, я бы, наверное, согласилась. Но я не хочу искать клиентов, я не хочу вести Инстаграм для того, чтобы искать клиентов.
И мне хочется стабильности, мне хочется стабильную работу, стабильную зарплату. И, честно говоря, как только я приняла решение уйти с Инстаграма, я думала над тем, что я отдохну и с осени начну брать проекты. У меня была такая идея, чтобы я прям классно, максимально вливалась в проект, была такой тоже правой рукой. Но пока у меня на это, наверное, нет желания, нет сил. Посмотрим, как оно будет дальше. Не знаю. Следующий вопрос. Не рассматриваю ли я работу UGC или сейчас от всего, что связано с контентом, меня воротит? И я думаю, что здесь тоже не все так просто, и первое время мне тоже придется искать клиентов на UGC-съемки, работать по бартеру, а искать кого-то я уже тоже не хочу, я от этого всего устала. Мне нравится снимать, мне нравится монтировать, но сейчас вот мне хочется остановиться на ютубе. Возможно, через время я попробую себя в ТикТоке, и там у меня будет какой-то заработок тоже с ТикТока, но опять-таки мне хочется, чтобы мой заработок был стабильным и не зависел от, не знаю, клиентов и от того, насколько хорошо я их веду, сколько контента я делаю, как часто и так дальше. То есть иногда я понимаю, что мне хочется помолчать, мне хочется провести день в тишине, без съемки, без контента, без подготовки к контенту. И вот в Ютубе мне это очень нравится, что я могу сама выбирать, когда мне снимать, и здесь количество контента намного меньше, но по длительности он дольше получается. Но как-то здесь мне сейчас прям комфортнее. В общем, не знаю, мне кажется, что UGC, вот эта сфера, это примерно то же самое, что я делала в Инстаграме, это показывать себя, кричать о себе, это вот громко заявлять о себе и так дальше, а мне сейчас этого совершенно не хочется делать. Я не хочу о себе кричать. Я хочу делать контент, который мне нравится, не переживать за просмотры, за количество обратной связи, за клиентов и так дальше. Мне этого совершенно не хочется. Хочется какой-то тишины и спокойствия, поэтому, не знаю, может быть, я когда-то попробую себя в UGC. Мне бы в целом хотелось работать с украинскими брендами, но мне кажется, что это сейчас тоже достаточно сложная ниша, и чтобы там пробиться, нужно прям очень много стараться и очень много работать. И опять-таки я вижу в ТикТоке действительно классных девочек, у которых офигенный контент, но у них тоже, не тот масштаб, который мог быть, как мне кажется. Вот, поэтому мне не хочется быть одной из таких девочек. И последний вопрос про работу с психологом. Есть ли какие-то осознания насчет баланса между работой и отдыхом? Ну, наверное, все дошло до того, что уже нет вопроса про баланс между работой и отдыхом, есть вопрос только про отдых. Сейчас мы не работаем над этой темой, потому что мы работаем над другими темами, над тем, что мне делать дальше, как мне понять, что я хочу делать дальше, над тем, чтобы найти себя и какую-то цель в своей жизни, да, понять, чего я хочу вообще. Вот. И это такой большой вопрос, что, мне кажется, здесь просто поможет время и какая-то тишина, спокойствие. Мы очень много еще работаем над моей тревожностью, потому что я как-то не знала, что я тревожная. Это, может быть, звучит забавно, но мне казалось, что все люди такие. Мне казалось, что все так много думают, о чем-то переживают, постоянно что-то генерируют. Мне казалось, что это просто, излишки моей профессии, что я работаю сама на себя, и мне надо много о чем думать, все контролировать и так дальше. Оказалось, я просто тревожный человек, и может быть по-другому. Вот, и, кстати, тоже интересный факт. Я понимаю, что я не вернусь в Инстаграм, пока моя эта тревожность, контроль, перфекционист, это все не уйдет от меня, пока я это все не проработаю, потому что в таком формате, как я вела свой Инстаграм, и внешне, и внутренне, это уже не может продолжаться. Вот, поэтому мы не работаем над этим, уже не над чем работать в этом плане, уже все немножко по-другому, но если у меня будут какие-то интересные осознания на эту тему, если мы ее затронем, я вам обязательно про это расскажу как-то. Вот, а сейчас мы работаем немного над другим. Я в прошлом видео рассказывала, что я сейчас поменяла психолога, и тоже много времени у нас уходит на какое-то знакомство, на то, чтобы рассказать
про все, что было в моей жизни и есть. Поэтому это тоже занимает большое количество времени познакомиться вот так вот. Но это тоже интересно даже для меня, потому что я могу вспомнить тоже какие-то моменты, понять, почему происходит то, что происходит, откуда растут ноги. В общем, знаете, Инстаграм — это интересная вещь. Это действительно та работа, которая может подарить тебе очень много, которая может дать тебе свободу, кучу денег, узнаваемость, много людей рядом, да, классные какие-то знакомства. Но одновременно мне кажется, что это вот по тому, насколько это морально тяжело, это, наверное, одна из худших работ, потому что не знаю, я очень завидую людям, которые могут легко это делать, не тревожиться, не переживать, отпускать ситуацию, потому что я не такая. Ты работаешь сам на себя, и это действительно очень сложно. И иногда хочется просто устроиться куда-то, делать в своем там за компьютером своим, за своим столом просто какие-то вещи и получать стабильно за эту фиксированную сумму, без стресса, без контроля, без какой-то гиперответственности. Вот, и не знаю, мне кажется, что это неплохо. Это сейчас, наверное, мой такой предварительный план, найти сферу, в которой я хочу развиваться. У меня, в принципе, уже есть такая на примете, обучиться там и понемногу искать работу, и параллельно вести YouTube, чтобы делиться тем, что происходит в моей жизни, чтобы, не знаю, пересматривать потом какие-то видео. Мне кажется, это очень интересно, потому что, знаете, я даже когда в путешествие ездила раньше, мне было очень важно поснимать как можно больше контента, все показать, везде побывать, наделать рилсов, но потом ты этот контент один раз выкладываешь, и больше ты его никогда не публикуешь и особо никогда не пересматриваешь. А здесь, мне кажется, забавно пересмотреть какие-то вещи, как ты с дорогими людьми, тебе куда-то ездил, что-то делал, какие-то подарки дарил и так дальше. Мне кажется, это намного душевнее, чем сделать какой-то рилс на показ, чтобы все увидели, какой ты крутой, где ты побывал, и все. И меня вот это очень кумарит, то, что тебе нужно кричать о себе, посмотрите, вот это я такой крутой, у меня вот это есть, вот так я умею, вот такой я креативный, посмотрите, обратите на меня внимание. Не знаю, как-то это стало не по мне. Наверное, у меня закончились силы вот так вот кричать, потому что я не могу сказать, что, знаете, я все это бросила, потому что у меня не получалось. У меня получалось, я знаю, что я сделала много для того, чтобы какие-то моменты улучшить, где-то не слиться, где-то достичь еще большего. Вот. Возможно, мне было мало, и это тоже проблема. Но мне кажется, у меня получалось, и получалось неплохо, но я просто очень от этого устала. Вот, мне кажется, начался уже какой-то сумбур в мыслях. Я не знаю, насколько результативным, насколько информативным получилось это видео, но на самом деле уже время мне бежать на мою следующую сессию с психологом. Если у вас остались какие-то вопросы, то я буду рада пообщаться с вами в комментариях, я с радостью на них отвечу, вот, с радостью расскажу вам и объясню что-то, возможно, что осталось непонятным, потому что я понимаю, что без подготовки мои какие-то мысли могут быть немножко сумбурными и где-то рассеянными. Вот, поэтому пишите комментарии, напишите тоже, что вы вообще думаете по этому поводу, согласны вы, не согласны, может, у вас есть какая-то другая точка мнения. Я буду очень рада, если вы откликнетесь, потому что я тут, знаете, изливаю душу, и мне было бы приятно увидеть обратную связь. Ну что, я думаю, сейчас время поговорить о том, как изменилась моя жизнь, что я думаю, чувствую сейчас. Давайте начнем с каких-то фактов. И первое — это то, что я так и не придумала, чем я хочу заниматься, что я хочу делать дальше по жизни. У меня есть на примете одна сфера, которую я уже упоминала в этом видео. Это сфера 3D, но пока я так и не начала обучение. Я хотела довязать кардиган, как видите, он на мне. Я его только вчера закончила, вот. И думаю о том, чтобы понемножку начинать обучаться, хотя на самом деле для этого мне нужна новая техника. Но не знаю, пока начну, наверное, так, как есть на макбуке.
Вот, и знаете, вот это время, прошло много времени, да, это уже там 4-5 месяц, который я потратила, если можно так сказать, на поиски, я считаю абсолютно нормальным, потому что на самом деле невозможно даже за месяц найти другую сферу, вот так вот, не зная, да, не готовя себя к этому, найти другую сферу, стать каким-то другим человеком, понять, кто ты, про что ты. И мне кажется, что если бы через месяц или два я нашла работу в другой сфере, да, не в сфере, связанной с Инстаграмом, то это было бы вот поменять шило на мыло. Это было бы какое-то не истинное желание, мне так кажется, и не про меня. Второе, о чем тоже стоит сказать, о том, что меня до сих пор иногда триггерит очень тема денег, особенно когда я насмотрюсь Инстаграма, ТикТока. Здесь, наверное, даже больше не про запуски, а вот про то, что социальные сети вызывают чувство, что у меня чего-то недостаточно, не знаю, тех же путешествий, покупок, одежды какой-то, каких-то активностей и так далее, то, на что нужны деньги. Но здесь очень важно напоминать себе про поиск себя снова-таки, потому что я уже смотрела даже вакансии таргетолога, но если честно себя спросить, хочу ли я работать таргетологом, хочу ли я возвращаться в Инстаграм и там продавать свои продукты и услуги, то ответ все еще такой же, как и был раньше, ответ все еще нет. Вот, поэтому важно напоминать, что мне нужно себя искать. И второе, напоминать себе о том, что у меня всего достаточно, что мне не нужен тысячный новый трендовый свитер из Зары, что мне не нужна 10-я супервирусная, офигенная сыворотка из ТикТока, что у меня все есть. И это просто какие-то такие навеянные потребности, которых на самом деле у меня нет. Вот, и иногда я могу так 2-3 дня походить, подумать о чем-то таком, попробовать поискать вакансии, а потом это проходит, и все становится нормально. Вот, сейчас просто еще преддверие Черной пятницы, и действительно тема шопинга и денег на шопинг, она очень актуальна. Третий факт — это то, что после ухода из Инстаграм через 1-2 месяца я похудела где-то на 4 килограмма. Кто следит за мной в Инстаграм, тот знает про мое похудение, знает про мою проблему с инсулином, про инсулинорезистентность, вот, и знает, как все это для меня важно. Поэтому такой интересный факт. Я ничего не меняла в своем питании, у меня просто ушел источник, самый большой источник моего стресса. И когда он ушел, все стало налаживаться. Поэтому я, конечно же, буду продолжать работу над здоровьем и над телом, но, знаете, мне кажется, что это интересный такой звоночек. Ну и четвертое, я думаю, важно сказать о том, что я не жалею о своем решении уйти из Инстаграма, по крайней мере, пока. Я не хочу кричать о себе, я не хочу участвовать в какой-то гонке, я устала от быстрого контента, устала от постоянных мыслей, от постоянного чувства, что чего-то недостаточно, да, что я вот недостаточная, не такая, не сякая, мне нужно по-другому и так дальше. Я очень от этого устала, и знаете, такой тотальный кайф этого не делать и этого не чувствовать, что, не знаю, я просто хочу жить свою такую маленькую счастливую жизнь, быть свободным человеком, и пока я думаю, что это получается, поэтому я не жалею. Иногда я думаю о том, что, возможно, мне там стоило бы вести, может, Инстаграм в таком более лайтовом режиме, что-то просто показывать, когда есть вдохновение, настроение, но я не уверена, что вот это чувство исходит от истинного желания, а не от боязни что-то пропустить, чего-то не добрать. Ну, в общем, не знаю, как объяснить здесь, но я не уверена, что это истинное желание, я не уверена, что сейчас я готова даже в таком лайтовом режиме возвращаться. Вот, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео, и для меня очень важно получить вашу обратную связь, получить вашу поддержку, почитать, может быть, ваши истории, ваши чувства по поводу Инстаграма. Было бы действительно интересно, поэтому, если вам есть что сказать, то пишите в комментариях, и до встречи в новых роликах.